Это очень крутой и необычный вокзал и станция метро. Приятно, что нет никаких досмотров, все удобно, нет никакой такой вот толпы. Здесь наклейка сделана, разметка под очередь. Сразу вот Диснейленд, много таксистов, все официальные, то есть нет никаких этих разводок. Уже хотел ругаться, говоришь, как-то так, здесь до сих пор не подошел ни один охранник. И вот так вот станция выглядит со стороны улицы. В Гонконге не утихают протесты. Гонконг, он такой невероятно контрастный. Вот эти вот муравейники. Немножечко критики в конце. Друзья, всем привет! Я в Гонконге, не просто в Гонконге, а на станции Гонконг в западном Кулуне. Это новый вокзал. Отсюда на скоростном поезде можно уехать в Гуанчжоу, в Шэньчжэнь, то есть в Китай, прямо здесь пройти границу и влиться в сеть скоростных железных дорог Китая, оттуда, куда глаза глядят, хоть в Пекин, хоть в Шанхай. Но нас в первую очередь интересует это ТПУ. Мы посмотрим сейчас на новую станцию. Открыли чуть больше года назад, в сентябре 2018-го. И это очень крутой и необычный вокзал и станция метро. И вот так вот станция выглядит со стороны улицы. Даже не знаю, как вот описать, такие волны, я не знаю, дуги. Очень интересная архитектура, яркая. Но это только такая вот верхушка, потому что сама станция, она подземная. Да, похоже на какую-то раковину, ракушку. Вот главный фасад станции. Здесь почему-то пока все закрыто. Все закрыто заборами. Видимо, тут еще не окончены строительные работы. Кроме всего прочего, на этой станции должен быть лес. На крыше, туда, по идее, можно даже попасть. Сейчас попробуем. Не знаю, получится у нас или нет. Что-то мне подсказывает, что на зеленую крышу нас не пустят, потому что тут все закрыто. Очень странно. Когда-нибудь они откроют этот выход, и можно будет пройти на самую крышу, и там даже какая-то есть смотровая площадка. Здесь какие-то очень интересные газоны. Тот самый случай, когда непонятно, это специально так сделано, все неровно, или просто здесь проехала какая-то техника, оставила вот две колеи, и теперь газоны выглядят вот так. Сейчас здесь еще не очень много народу, потому что, во-первых, сегодня суббота, во-вторых, вокзал еще не работает в полную силу, и здесь видно зона, где такси высаживают пассажиров. Это отдельная зона, куда вы подъезжаете на машине. Ну и здесь уже видно такое вот модненькое оформление, подвесной потолок с такими направленными светильниками. В общем, выглядит классно. И вот мы заходим на вокзал. Приятно, что нет никаких досмотров. Потолок, который был на улице, его рисунок продолжается здесь, в билетном зале. И такая вот преемственность. Одно пространство перетекает в другое. Очень удобно. Значит, здесь сразу же у нас билеты. Поскольку это такой как международный, вы въезжаете в Китай. Ну, конечно, Гонконг — это Китай, как мы знаем, но не совсем Китай, потому что в Китае нужна виза, и здесь нужны документы. Я не уверен, что можно иностранцу здесь купить. Выбираем поезд. И теперь нужно, да, резидентскую карточку ставить для того, чтобы купить билет. У меня ее нету, поэтому мы билет не купим. Простым смертным, видимо, надо покупать билеты в обычной кассе. Дальше есть еще какие-то автоматы. Здесь вы можете забрать билет. Если вы купили билет через интернет, то здесь вы можете просто отсканировать документ и забрать билет. Тоже таких вот много стоит автоматов. Здесь у нас система метрополитена Гонконга. И здесь не просто метро. Да, вот мы находимся вот здесь. Смотрите, видите, видно. Это если мы сюда приехали. Вот станция Гонконг в западном Кулуне. Вот эта вот веточка уходит сразу в Китай. И вот она здесь соединяется с гонконгским метрополитеном. И здесь, что удобно, сразу можно посмотреть какие-то достопримечательности. Вот если вы турист, вообще вот во многих азиатских городах для туристов прямо на карте метро рисуют достопримечательности. Можно с вами посмотреть, да? Вокзал еще новенький, и даже такой запах, знаете, как у новой техники. Подъем наверх. Вокзал, естественно, подземный. И здесь уже зал с обычными кассами, где можно пообщаться с кассиром. Очередь, обратите внимание, вот так вот организована лентами. Все удобно, нет никакой такой вот
толпы, как часто бывает там на наших вокзалах, когда работает несколько касс, и ты не знаешь, какую очередь занять, там народ стоит, нервничает. Ну, здесь вот правильно организованная очередь. И вот в оранжевых костюмчиках люди, которые помогают с покупкой билета. Все, и это отправление. Здесь проверяют билеты, туда я уже пройти не смогу. Вообще очень удобная навигация. Я вот впервые на этой станции оказался, и все понятно. Все понятно, вообще никаких проблем. Вокзал, кстати, огромный, и он даже больше напоминает аэропорт. И, смотрите, можно посмотреть вниз и увидеть, насколько это огромное помещение. И вот колонны неправильной формы поддерживают потолок, а потолок сделан в виде каких-то, не знаю, лепестков, лент. Проникает он естественный свет. Очень красивое пространство. Дальше за этими стойками досмотр, паспортный контроль, потому что в Китай уезжают поезда, там проверяют визы. Опять же, вот к слову про навигацию, например, посмотрите, как у них удобна информация о том, где какая еда. Каждый ресторан дает свою какую-то картинку, мы сразу понимаем, что там готовят. Картинка должна вызвать у нас аппетит, слюноотделение. Видно, в каком секторе, да, то есть вот B1 это этаж, и 7-й сектор можно посмотреть на карте и сразу прийти вот в нужное нам место. В целом вся навигация, она как и везде в Гонконге, поэтому если вы здесь пользуетесь общественным транспортом, то все символы, все знаки, они будут вам знакомы. Это переход в метро, есть какие-то такие вот магазинчики. Да, еще один важный момент, на который у нас не обращают внимания, когда в России на каких-то транспортных узлах, на переходах часто любят располагать торговлю, потому что когда у вас есть большой трафик пассажиров, грех им не воспользоваться и не заманить пассажиров в какие-то магазинчики, в кафешки, не воспользоваться ими. В Азии, естественно, на всех тоже, на всех ТФУ есть много всякой еды, торговли, но что здесь нужно понимать? Когда вы на ТПУ делаете какую-то торговлю и дополнительные сервисы, они ни в коем случае не должны мешать пассажирам. То есть вы не должны пробираться к электричке, например, к своему поезду через толпы торговцев, которые хватают вас за руки. Вы не должны идти там через эти ларьки, через толпотворение. То есть если вам интересует исключительно транспортная функция, то вы должны просто взять и дойти до своего поезда, до кассы, и вас не должно ничего смущать. Как это сделано здесь? То есть, вот видите, здесь у нас эти автоматы, вот народ уже побежал на свои поезда, а здесь вот в стороне есть какие-то магазинчики. Или вот в стороне. То есть, вот люди здесь выходят из метро и идут сразу на поезда. И они не испытывают никакого дискомфорта от того, что здесь какой-то есть магазин. Если им магазин нужен, они могут зайти в этот магазин и там, что им нужно купить, или вот в магазин. Но они расположены не прямо на пути, они никак не мешают людям, кто приехал просто на поезд. Вот это вот очень важно, и в этом принципиальное отличие. Я все не теряю надежды найти вид на поезда. Но что-то мне подсказывает, что не получится. Это лифты. Здесь наклейка сделана, разметка под очередь. То есть, если много народу будет ждать лифт, они выстраиваются вот здесь в очередь. И опять же, никто не толпится, никто не лезет вперед. Все хорошо организовано. Вот здесь видны уровни. То есть, есть два B, это basement, это подземные уровни. Мы сейчас находимся на B1. И есть даже какой-то L1, это мы там попозже проедем. На B2, если мы сейчас спустимся ниже, мы сюда пойдем, там можно взять такси. Там есть у нас паркинг и зал прибытия. Вот мы сейчас его посмотрим. То есть устроено как в аэропортах. То есть на первом уровне у нас прилет, на втором уровне вылет. На верхнем уровне у нас магазины, переход в метро. Когда мы говорим про навигацию на вокзалах, тут очень важно организовать большие потоки людей. Может быть, вы не обращали внимания, но большинство вокзалов, они устроены по одному принципу. То есть мы заходя, например, на вокзал, мы понимаем, да, что мы заходим, там будет зал, там будет продажа билетов, проходим дальше, там будет уже посадка на поезда. Да? Ну, так вот устройство такого классического вокзала, мы сквозь него проходим сразу к поездам. Или здание аэропорта, да, практически во всем мире аэропорты устроены одинаково. На нижнем уровне у нас зона прилета, где вы встречаете или куда вы прилетаете. На втором уровне у нас зона вылета. И все это сделано одинаково, в первую очередь потому,
чтобы люди, попадая в новый аэропорт, они там уже могли ориентироваться. Вот, еще раз, обратите внимание, что практически все аэропорты во всем мире, они имеют одинаковую, примерно концептуально одинаковую планировку. Для того, чтобы люди не терялись, для того, чтобы они быстрее попадали, куда им нужно. И это важно, потому что нам нужно огромный поток людей пропустить через пространство, и чтобы эти люди там не заблудились, чтобы не было никакого столпотворения. Поэтому вот здесь вокзал, он примерно так же сделан. Мы сейчас оказались на уровне прилета, и здесь, например, сразу есть туристический вот какой-то сервис. Здесь можно купить какой-то вот местный мерч, магнитики, наклеечки, игрушки вот этих вот скоростных поездов, которые здесь ходят. Сразу вот Диснейленд, какой-то еще travel сервис. В общем, все, что нужно. Ну, кстати, смотрите, видите, как банкомат, такая вот отдельная комнатка, аккуратненькая, очень красиво. TripAdvisor магазинчик, где продается всякая вот барахлишка для путешественников. И вот здесь сразу навигация, да? Куда нам идти на такси? Давайте попробуем сейчас дойти до такси. Такой, представим, что мы с вами обычный турист, который только что приехал в Гонконг. Здесь есть даже, видите, у аэропорта есть свой стенд, и можно, я так понимаю, даже сразу взвесить багаж, зарегистрироваться на рейс. Вот пожарные гидранты, они спрятаны в такие вот красивые хромированные шкафы. Путь к такси. С такси, естественно, тоже порядок, как на любом приличном транспортном узле. Вон видно, что для таксистов есть специальный заезд. При этом обратите внимание, что зоны, где таксисты высаживают пассажиров и где они забирают, это разные зоны. Да, здесь осуществляется посадка на такси. Видите, много таксистов, все официальные, то есть нет никаких этих разводок. Мало нужно для счастья. Это такси по Кулуну, а дальше у нас такси, которые на остров Гонконг, собственно. Вот так вот выглядит зона с таксистами. Здесь фудкорт, который еще не до конца работает, поэтому на этих модных столиках народ просто приходит и ест то, что сам принес. Ну и здесь вот очень хорошо чувствуется такое пространство этого зала, смотрите. Очень красивое пространство. На фудкорте на всех столах такие наклеечки, типа сканируешь штрих-код, заказываешь, оплачиваешь, и тебе прямо сюда доставляют еду. Я долго искал, как спуститься вниз на нижние этажи, и уже хотел ругаться, говоришь, как-то так, здесь какой-то ужас, кошмар с навигацией. И подошел, спросил здесь у местной женщины, как спуститься вниз. Она говорит, вниз спуститься нельзя, потому что нижние этажи это только для пассажиров, кто прошел контроль. А мы, простые смертные, можем только смотреть сверху вниз на пассажиров. Вот эта вся нижняя зона, это зал ожидания, уже когда вы прошли контроль и ждете свой поезд. А теперь самое время отправиться выше. Раз нас не пускают вниз, мы поедем наверх. Кстати, архитекторы пишут, что дизайн вот этой вот станции, он вдохновлялся архитектор лесом. То есть вот эти вот наклонные колонны, они символизируют стволы деревьев. Здесь какие-то такие вот зоны для фотографирования. Но я думаю, это временное решение. Они просто вот это вот сделали, пока это помещение еще не сдали. Когда-нибудь здесь появится какой-нибудь магазин или кафе. Кстати, тоже хорошая идея. То есть пока у вас нету арендатора, можно как-то так декорировать. И это, видите, такие вот уголки, где могут пассажиры, как не знаю, пофотографироваться, отдохнуть. Но выглядит это лучше, чем когда вот так вот все закрыто. Ну, как я уже сказал, вокзал совсем недавно открылся, и еще не успели его обжить. Еще не так много здесь пассажиров. А в случае с таким масштабным проектом нужно несколько лет, пока люди поменяют свои транспортные привычки. Потому что когда люди годами привыкают ездить одним способом, и тут им открывают новый вокзал, нужно какое-то время, чтобы они перестроились. А здесь вот видно, как устроен контроль. Это то, что мы оттуда не видели. Вот человек подходит, и здесь выкладывает все вещи. В общем, все как в аэропорту. А что интересно, ко мне до сих пор не подошел ни один охранник. Никто меня не запретил снимать, никто меня не обыскал. Хожу совершенно спокойно и снимаю все, что мне вздумается. Вот так вот, полная свобода. Для слабовидящих есть такие навигационные стенды, они привлекают музыкой. То есть, видите, такой приятно играет мелодия. И здесь можно вот посмотреть план,
и прочитать, где что находится. Вот выход на улицу. Сейчас мы погуляем вокруг, посмотрим, что еще вокруг понастроили. Ну и поскольку в Гонконге у нас здесь продолжаются протесты. Протестующие берут конусы и блокируют один из 3 туннелей, который в Гонконг идет с Кулуна. Тут выстроены такие вот белые заграждения. Я про них уже рассказывал, когда делал репортаж о протестах. Это заборы, они наполняются водой и превращаются в такие вот стены. В данном случае они сделаны, чтобы народ не перекрывал, я так понимаю, дорогу. В Гонконге не утихают протесты, потому что требования протестующих не выполнены. Гонконг, он такой невероятно контрастный. Вот эти вот вертикальные трущобы с супер маленькими квартирками, супер тесными домами. На дальнем плане какие-то 50-этажные вот эти вот муравейники, широченные дороги, практически полное отсутствие зелени. И город такой многоуровневый, многослойный. А это, друзья, знаменитые дома-сундуки. Такой вот типичный гонконгский дом. Отдовейший муравейник с кучей квартир, все это маленькая коммуникация наружу, сушится белье, тесно, свет никогда не проникает во дворы этих домов, смотрятся они страшно, но тем не менее такая вот часть Гонконга неотъемлемая, вот эти вот вертикальные трущобы. Ну и сразу за железнодорожным вокзалом находится автобусная станция. К ней вот по такому переходу есть доступ. И сейчас мы посмотрим, как они сделали автобусную станцию. Находится она буквально, там, я не знаю, в 200 метрах от самого вокзала. И даже нет нормального туалета. То есть туалет — это просто такие грязные уличные кабинки. Автобусный терминал, видимо, здесь был до этого, его либо еще не реконструировали, либо решили вообще не реконструировать. Но выглядит все это очень стрёмно. Это был новый вокзал Гонконга. Надеюсь, вам было интересно. Есть с чего брать пример. Что мне не понравилось? Давайте немножечко критики в конце, а то меня опять обвинят, что я очень однобоко рассказываю. Мне не очень нравятся детали. То есть, если посмотреть, как здесь все сделано, тут не хватает изящества. Все такое немножко грубое, немножко неаккуратное. Если мы смотрим вот на эти навигационные стенды, то посмотрите, да, они какие-то слишком массивные, такие немножко грязные, немножко неухоженные. Вот эти вот стыки, панели, да, там все какие-то, ну, везде такие большие зазоры. Все очень грубое, вот так вот по-китайски грубое. И по-китайски такое грязное и неаккуратное. То есть какие-то там шурупы, там что-то какие-то привинчено, где-то что-то там уже заржавело, вот где-то какие-то уже подтеки. Хотя станцию вот только недавно открыли. Какие-то таблички, еще что-то, да, вот какие-то плитку положили, да, но уже там проступает, вот какие-то соли, то есть где-то проблемы с гидроизоляцией. И так вот видят, все эти вот мелочи, которые издалека выглядят все как-то эффектно, а когда ты вот вблизи подходишь, то ты понимаешь, да, что где-нибудь там во Франции или в Англии бы так не сделали. То есть вот все вот эти вот детали, вот узлы, то есть здесь какие-то вода почему-то здесь выливается, то есть здесь на деформационных швах у них протекает этот пролив, они там пытаются сделать какую-то плотину, она все равно все выливается, вода остается здесь, вода, вот такие вот эти вот мелочи, да, они вот повсюду. Есть над чем работать, не хватает какого-то такого вот европейского качества, европейского изящества, внимания к деталям. Потому что вот, ну, то, что, например, делают французы, я вам показывал, там, навигацию, остановочки или в Лондоне, да, там каждый узел, он... Вот помните, мы ходили по Кингс-Кроссу, по новому району Лондона, да, там каждая деталька, ее хочется просто в нее влюбиться, рассматривать ее, разглядывать и целовать. Ну и самое главное, конечно, что здесь надо обращать внимание, это узлы и детали, потому что вот как они делают, просто обратите внимание, да, на каждый миллиметр к миллиметру, вот тут вообще все сходится, все идеально. Слушайте, хочется плакать от счастья, когда ты видишь, как они все это делают. Здесь, когда ты вот смотришь на такое, влюбиться не хочется ни во что. Это просто все очень грубо и не круто. Концептуально это, конечно, мегапроект. Он классный, супер вокзал, супер ТПУ. И я прямо завидую гонконгцам.